Что нам можно сейчас придумать такое? Как бы, вот такую практику простую. Попробуем те, кто имеет дело со светлицами, да, то есть, как бы, вот, допустим, и вот перед вами вот есть группа людей. И эти люди ничего не знают о светлицах. Что им надо сказать такого, чтобы им захотелось приобрести эти светлицы? Для себя, для других, для знакомых, для друзей. Как сформулировать? Просто я, допустим, говорю, у меня такое ощущение, что я слишком сложно все это объясняю. Вот. Но в силу того, что я как бы копаюсь глубоко в процессе, да, то есть как бы надо где-то как-то попроще вот сказать, что вот это хорошо. Давайте попробуем, как бы, ну, каждый чуть-чуть скажет, как бы каждый по чуть-чуть, и глядишь, мы к какому-то вот консенсусу придем, да, то есть как бы и согласуем вместе с вами со всеми вот некую такую формулировку, что же зачем же человеку нужны светлицы. Давайте попробуем. Кто у нас может начать? Фраза. Светлица нужна для того, чтобы. Для чего? Ну, светлица может нужна из-за того, чтобы усилить процесс очищения или помочь другим тоже объединиться и усилить общего процесса объединения и творческого потенциала. Хорошо, спасибо, Джордж. Значит, вот у нас есть первое, да, для того, чтобы очистить себе тело и душу и разум. Да, это типа как такая собственная ответственность для каждого человека, который должен принести какое-то количество доброе намерение, чтобы помочь другим, которые не могут, или примерно у них поменьше практики, или там что-то еще другое, чтобы они усилили свой процесс очищения. Хорошо, спасибо. Давайте, кто добавит? Ну, я хочу добавить. Давайте, Лариса. Светлицы нужны для того, чтобы усилить взаимосвязи между людьми, увидеть в своих отношениях между людьми себя и этих людей. Светлицы дают осознание своих поступков других людей. Они подсвечивают хорошие и плохие стороны людей. И поэтому светлицы нужны как воздух людям. Хорошо, спасибо. Кто еще добавит? Давайте, не стесняйтесь. Мы же здесь как бы тренируемся. Это у нас такая учебная ситуация. Мы как бы сейчас друг на друге тренируемся. Помните этот фильм «Операция И»? На кошечках тренировались. Вот мы такие все кошечки, такие милые, пушистые. И мы на себе же и тренируемся. Кто еще добавит? Какое мнение есть? Что можно еще сказать? Или уже все сказали? Два человека сказали, и уже не все исчерпали, как бы всю тему светлиц, и больше добавить нечего. Есть, конечно. Ну, давайте. Оксана, давайте вы скажите ваше мнение. Светлица увеличивает мерность, светимость, увеличивает поле, энергетическое поле человека, дает возможность синхронизироваться с пространством, со временем, усиливает возможность творческого потенциала человека, возможность реализации своего творчества, своего намерения. И также раскрывает разные грани человека, то есть разные грани его предназначения, его души. Усиливает светлый характер. Спасибо. Вот Алекс написал «для фейерверка в жизни». Вот. Красиво сказано. Спасибо. Так, еще кто добавит? Ну, вот вы для чего пользуетесь? Кто вот, подумайте, вот у вас есть светлицы, да? То есть для чего они вам нужны? Как бы вот вы другому человеку объяснили, почему вы сами пользуетесь светлицами? Простыми своими словами.
Для улучшения здоровья, для очищения организма, для повышения осветимости, для очищения окружающей среды. Так, ну все правильно. Еще давайте что добавим. Вот Алекс, хорошо, и для фейерверка. А пояснить как бы, почему фейерверк, от чего возникает? Друзья, фейерверк – это жизнь, когда ты переисполнен избытка хороших отношений, ощущений, переживаний, и всегда хочется этим поделиться. Но, к сожалению, по моему опыту, не всегда люди это оценивают. Так что избыток фейерверков тоже не всем понятен. Аккуратней с этим. Излучайте, но с умом. Ну, чувство меры обязательно Да. присутствовало, да. Без этого не надо. Так, что у нас еще тут добавили? Верякова Надежда. Для синхроничности событий жизни. Ну, для попадания, да, то есть у нас уже вот есть же там благо, это, понимаете, успел в нужное место в нужное время, вот у нас благо и получилось. Вот любовь у нас для более качественного результата, и точнее по времени его исполнения. Ну, тоже похожее, да. Еще кто что нам добавит? Ну, так, глядишь, какое-то описание новое сделаем, нарисуем потом по этому вебинару, по светлицам. Ну, кстати, вот я по поводу... Ну, давайте сейчас вот расскажем, а потом мы вернемся к описанию светлицы Джениум, посмотрим, что там есть из того, что мы тут наговорили. А еще я хотела сказать, Да. Светлички нужны для того, чтобы жить более ярко, более полно, более насыщенно событиями и впечатлениями от жизни. Они увеличивают краски, вот эти ощущения в жизни. Неважно, какие события происходят, ты наблюдаешь и видишь, что твоя жизнь более наполнена. Больше всяких событий происходит, больше ты всего успеваешь и больше ты проживаешь. Ну вот смотрите, иногда бывает у человека, например, появляется желание вдруг приобрести светлицу ни с того ни с сего. Вот у нас есть Оксана такая Фролова из Москвы. Вот она, например, как-то мне тут пишет, я, мол, вот хочу там маску золотую. Вот почему-то мне вот страшно захотелось эту маску купить. Почему, не знаю. Как мне это сделать? И оказывается, я как раз в Москву в это время еду на поезде. Вот. И мы на следующий день с ней встречаемся, и она маску это приобретает. И вот как бы вот у человека совпало. Да, не только желание, но и как бы возможность его сразу реализовать. Не надо было ждать, пока там по почте будет долго идти и так далее. Вот, поэтому одна из вот задач, когда мы пытаемся человеку рассказать что-то, то есть одна из задач помочь ему разобраться, почему у него это желание может возникнуть и как ему в этом вот поучаствовать. Потому что иногда бывает человеку вот, ну, появилось желание, а потом вдруг оно загасилось. Оно вот почему-то не реализовалось сразу. Ну, сразу вот не смог купить, а потом деньги куда-то ушли, потом еще чего-то там, ну и так вот оно пошло, ну и человек опять уходит как бы вот в свой мир, вот. Что еще добавим? Вот как бы вот вам бы, если бы объясняли, что вас сподвигло вот в свое время начать пользоваться светлицей? Ну, я скажу, что меня сподвигло. Если бы мне сказали, что, знаешь, если у тебя будет светличка, то ты сможешь реализовывать свои желания и свои стремления своей души в более короткий срок, вместо года за месяц, я бы сказала, ну да, это меня бы впечатлило. И если бы на твои желания пришли бы все возможности, которые ты хотела реализовать в себе, я бы сказала, да, это тоже впечатляет. И если бы мне сказали, что
светлички могут меня сделать более спокойной, я бы сказала, ну да, это тоже мне подойдет. И еще, наверное, если бы сказали, что они сделают меня более гармоничным человеком, более спокойным и более осмысленным, то есть я буду отсортировывать реально, вот, что я хочу, что для меня важно в жизни, что для меня не важно. И я не буду тратить время на то, что мне не подходит, и то, что заведомо не приведет к результату, а наоборот буду брать самые важные, нужные идеи из своей жизни, и буду встречаться с важными, нужными людьми, не пропущу их, вовремя приду на встречи. Меня бы это все очень впечатлило. Хорошо, спасибо. Но здесь еще есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Иногда человек не видит сразу результата. Почему? Ну, потому что мы обращаем внимание на изменения. Вот если изменение какое-то такое, которое для нас значимое, мы говорим: о, работает, все получается. А если изменение, оно есть, но оно по времени растянуто. Как бы. Вот оно идет маленькими шажками, как бы превращение идет, и только через какое-то время человек может заметить. Но пока он, ему, как бы говорят, со стороны виднее. Вот иногда есть люди, у которых быстро, ну вот как у Ларисы, да, у нее быстро начали развиваться события, и она быстро прочувствовала. А есть люди, у которых медленно это идет. Там, вот у меня там в Минске один есть, Володя Павлович, знакомый. Он говорит, 2 месяца, говорит, я с ней ходил, а потом вдруг, говорит, у меня как внутри как пружинка распрямилась, говорит. Ну, это он заметил, обратил внимание, говорит, и как бы началась какая-то новая жизнь, новое движение, новые какие-то ощущения, впечатления. Вот. Некоторые люди не замечают. Почему еще не замечают? Ну, потому что одно дело, или замечают сначала, вот и пошло какое-то изменение положительное, а потом через некоторое время куда-то вот все, эффект куда-то растерялся. Почему так происходит? Ну, потому что одно дело светлица работает, другое дело сам человек. Он помогает этому процессу, он его усиливает, он его активирует, этот процесс, который светлица задает ему как некий камертон. Или он пассивно как бы ждет, пока все само собой там сложится. Так вот, я как бы в свое время нас на форуме там на одном сайте очень много было дискуссий на разные темы. И один говорит, давайте мы сделаем такой народный эксперимент, раздадим людям светлицы и попросим их следить за своим здоровьем. Если они вылечатся, то значит светлица работает. Если они не вылечились, ну, значит светлица не работает. Ну, вот. На что как бы я им написал, что в принципе они предлагают светлицу рассматривать как средство индульгирования, да, то есть как бы человек себя там мучил, там издевался над собой всячески, там как бы себя гробил себя каким-то образом, и вот он начинает пользоваться светлицей, да, то есть она его, вот он шел куда-то вниз, куда-то там его кривая вела, а потом он вдруг взял светлицу, и началось выравнивание. Он увидел, да, есть результаты, все. И он как бы продолжает делать все то же самое, что он делал до этого. Никаких изменений не вносит в свою жизнь, то есть как бы если изменения, то они такие маленькие, что ничего он не делает. Что мы получим в результате? Мы через некоторое время мы получим движение опять вниз. Он говорит, вот работало, а сейчас не работает. Почему? Ну, потому что со светлицей надо работать как с инструментом, потому что все зависит, на самом деле, от действия человека. Если человек активно включается в эти действия, да, то есть, то у него все получается. Вот. Что у нас вот тут еще тут написали интересно? Для более точной резонансной настройки на партнера или события, да, то есть это вот резонанс, можно сказать, про светлицы. Для постепенного выравнивания, Сергей написал, Соколов. Для постепенного выравнивания всего организма в норму биопотенциала здорового человека некоторые заболевания могут уйти или придут мысли, как исправить нарушение организма. Да, совершенно верно. Не обязательно, что можно вылечиться.
от того, что... Почему им? Ну, как бы вот есть причины, которые привели к этой болезни, и они не убраны. Их надо как-то убрать, там, какими-то методами. Или уже настолько сильное искажение, что уже просто через вот сам организм не в состоянии. Ему надо помочь. Доктору надо пойти, например, чтобы какое-то лечение назначили. Потому что светлицы не отменяют лечение у докторов, их с диагноза и прочее. Они могут только помогать быстрее выйти из состояния болезни. Вот. И тогда есть возможность, например, найти нужную информацию, нужного доктора там, в нужный момент, где он находится, как к нему попасть. Вот он прием, вот он, я как бы уже иду, и вот уже наша встреча состоялась. Вот, это как бы, ну, давайте мы, наверное, немножко итог этой вот нашей беседе. Да, может, Надежда нам еще что-то скажет. Она у нас появилась на экране. Я ее попрошу нам добавить. Вот, ну, заключительное слово вот под тому, о чем мы должны говорить. Про себя, вот для себя, я отвечаю на этот вопрос так. Для чего я ее приобрела? Вот первое, что было, это для гармонизации внутреннего состояния своего. У каждого из нас есть какая-то своя первопричина, чтобы не сложились какие-то события или что-то еще произошло. Но для нас, для всех источник – это внутреннее состояние. Вот пока мы себя внутри не гармонизируем, не будет у нас устойчивого состояния, то на какие-то другие положительные моменты, результаты очень сложно получить эти результаты. Поэтому вот прежде всего я ориентировалась, приобретая светлицу блага для этого. Вот. Ну а потом, когда уже увидела результат, вот, тогда мне захотелось еще попробовать и в других аспектах жизни. То есть там, чтобы на работе все сложилось, я одну светлицу взяла, чтобы продвинуться в получении качественного здоровья, то другую светлицу приобрела. То есть вот каждый раз это идет какое-то превращение, получение новых характеристик каких-то. Совсем, что здесь написано, что вы прочитали, совсем согласна абсолютно. Просто у нас у каждого есть свои задачи, но без гармоничного состояния невозможно получение результата. Спасибо, Надя. Я как бы вот несколько слов по поводу вот опять же структуры Genium. Мы ее как бы... Сейчас у нас опять выпущено в виде изделий, ну фактически 4 изделия на самом деле. Да? То есть как бы мы выпустили Космос Aurum, но это уже Genium. Это Лад Aurum, это тоже уже структура Genium. Супер у нас Genium есть. И энергия времени, она тоже уже это структура Genium. Вот. Хотя все структуры Genium, которые подключены, к которым можно присоединиться на сайте Инфоинститут, да, то есть через систему Bionet, это тоже уже там структура Genium. Вот. Поэтому несколько слов про эту. Сейчас мы ее выведем на экран. Это краткое описание. Есть более полное, где-то мы его на сайте выставили, потом на Инфоинституте можно его почитать. Значит, гениальность и многомерность. Мы про многомерность сказали, но гениальность – это когда есть возможность, соединив какие-то части систем, вдруг получить совершенно что-то новое превращение, про которое могут сказать, ну, как это гениально, да? То есть убрать противоречия. То есть есть противоречия, которые мы все время попадаем. Мы когда развиваемся, мы доходим до определенной стадии противоречий, да, то есть с миром, при взаимодействии с теми или иными людьми, с теми или иными системами, а потом мы их преодолеваем. Но желательно преодолевать это не как компромисс, да, то есть не как не как что-то я поступлю с чем-то, да, то есть как бы с какими-то своими принципами, а другой поступит с какими-то своими. И мы-то как бы будем сосуществовать, вот как бы каждый ущемленный со своей стороны. А здесь задача как бы создать условия для того, чтобы можно было, как бы светлица Женя помогает находить решение, когда можно идти не или-или, да, а и.
То есть обязательно получение выгоды и одному, и другому не через ущемление, а через приращение и одному, и другому. То есть это как бы если при взаимодействиях. Но это могут быть и в бизнесе решения, когда мы находим какое-то решение, которое нас выводит на другой уровень взаимодействия с миром. Баланс души и тела. Да? То есть это, как и другие структуры, у нас это сетевая структура, и мы можем не только развивать свои тело, но и душу, и разум. Тем более мы, как бы, когда присоединяемся к сетевые, мы начинаем через систему Genium находить возможность обмениваться нужными качествами и притягивать к себе для решения собственных задач те качества, которым нам не хватает. Не имея их, не наработав их заранее, да, как бы взяв взаймы у тех, у кого они уже есть в Бионете. Ну, открытие сознания. Как бы, есть возможность через систему Genium начать получать знания, те, которые раньше были недоступны. За счет, опять же, многообразия и уйти от страданий, от того, что мы как бы часто воспринимаем как невозможность достижения какого-то результата, или как бы мы иногда бывает теряем что-то, да, то есть как бы и теряем, и не можем с этим смириться, да, то есть и тем самым мы как бы, причем это как бы вне нас, оно как бы существует как определенная как бы грусть по некой потере, да, которая, ну, действительно, мы и время теряем из жизни, на что-то оно ушло, ничего не вернешь, люди уходят, и их не вернешь, но тем не менее мы можем как бы радоваться за тех людей, которые теперь ушли куда-то в другой мир, и теперь они там могут реализовывать себя совсем по-другому. Можем радоваться за то, что у нас появляется теперь возможность как-то иначе жить, не так, как мы жили раньше, а через какие-то другие системы отношения. Но про благополучие мы говорили, у нас для этого там вот эти также остаются наши, мы сделаем выпуск, перевыпуск блага системы. На уровне Genium у нас есть часть системы для роста благополучия, это энергия времени, о которой мы говорили, да, то есть связанная с энергией денег. И у нас есть еще третья часть, связанная с этим, это золотая рыбка, это когда нам надо материализовывать. То есть это не просто исполнение желаний, то есть задумал и тут же все исполнилось, а это возможность согласования во времени и материализация тех процессов, которые нам необходимы. Разрешение, да, то есть как бы есть такое понятие разрешения. Разрешили нам кто-то что-то сделать или не разрешили, да? То есть у кого мы получаем разрешение на развитие? Ну, самих себя, да, то есть мы разрешаем себе развиваться или не разрешаем? Мы допускаем, что нам надо это делать, да, и у нас есть внутренняя потребность к этому, да, внутренняя тяга, как некий путь, который мы встали, который нам надо обязательно пройти. Или этого нет, потому что нет не потому, что этого не существует, а потому что внешний мир нам загородил это все, и мы не видим, да, то есть разрешение, наша настройка на этот мир такова, что мы каких-то деталей не видим, да, светлица серии Genium позволяет вот это разрешение нашего вот этого трехмерного экрана 3D, в котором мы находимся, повысить, и мы начинаем замечать, видеть, принимать во внимание то, что раньше не замечали. То есть это открывает новые возможности, это открывает новые перспективы, это создает возможность для роста в той или иной мере. То есть это вот если так кратенько про систему Genium, о которой мы уже не первый раз говорим. Ну и теперь давайте перейдем еще к одной практике. Да? Или теперь мы все прояснили, у всех все стало ясно, у нас теперь друг другу все рассказали про светлицы, теперь мы все знаем, что с нами делать. Вот. Поэтому, так как тема у нас все-таки создание среды обитания, то как бы не забываем делиться информацией с окружающим миром и пытаться, значит, как бы максимизировать вот эти свои отношения через то, что мы вот эти светличные технологии начинаем распространять вокруг, да, то есть в той мере, в какой-то нам возможно. Кто-то для бизнеса это делает, потому что бизнес, может быть, пойти лучше, если мы встроим вот эти светличные структуры в этот бизнес. У нас есть технологии, встроить их в любой бизнес, который у нас мы только можем представить. Самые разные вещи. От машиностроения до как бы сельского хозяйства.
в торговлю, там, где угодно. То есть возможность выступить торговым партнером нашим. Да? Ну, например, вот у нас уже появилась такая вот вода. Да? То есть можно выступить в своем регионе и найти возможность поставок этой воды в регион. И тем самым вы в своем регионе создадите условия для того, чтобы вот эти светличные структуры очень широко начали применяться. Да? То есть сразу же сколько народу начнет эту воду пить и пользоваться этой водой. И сразу же можно даже будет посмотреть, какой регион вот первый возьмет и какие там изменения начнутся вот в лучшую сторону. То есть вот даже понаблюдать. Если у кого-то появится такая возможность в своем регионе найти оптовых покупателей на торговые сети какие-нибудь или еще что-нибудь, то вот можете вот выступить в роли такого посредника. Ну, конечно, не бесплатно, потому что это возможность еще и заработать. Это могут быть крупные фирмы, которые так закупают воду для своих сотрудников, да, то есть это могут быть торговые точки, которые объединены там какой-то сетью, может быть, небольшой. То есть можно вот поискать, как это вообще в регионе идет снабжение водой. На самом деле это перспективное дело, потому что, с одной стороны, это вода высшего качества, которой практически нету на рынке, да, то есть Архыз, которым столько говорят, что это тоже ледниковая вода, он на самом деле не чистая ледниковая, то есть они во многих регионах берут вот эту подземную воду, которая там есть, и льют, добавляют, вот, привозят это уже вот эту ледниковую воду и добавляют ее просто туда. Вот. Поэтому там, наверное, только часть этой ледниковой воды. А чисто ледниковой вообще на рынке не существует. Вот. Поэтому есть возможность эту вот продвинуть воду высшего качества. На самом деле будет и целебная, потому что многие люди начнут из чего-то избавляться, если, наверное, ну, вот особенно такие вот там болезни почек, печени, я думаю, что будут желудочно-кишечного тракта при внедрении такой воды будут проходить. Ну и вот, конечно, создание среды, в которой вы можете развиваться более эффективно. И не только вы, а множество людей, которые вот в этом вашем регионе. Кто-то встанет на этот путь развития и начнет двигаться, потому что раньше он просто не видел этого пути. То есть у него закрыто было вот как бы вот какими-то вот этими посторонними шумами возможность начать это делать. А тут вдруг откроется путь, кто-то станет там, кто-то йогой будет заниматься, кто-то там медитациями, кто-то там еще что-то, кто-то путешествовать начнет. То есть у всех разные будут проявления, но они будут. Это вот нужно. Я в свое время, когда мы только первый раз попробовали прикреплять структуры к воде, да, то есть, ну, как бы к этикетке, да, то есть, как бы показали, что можно структуры тех растений там переносить на воду, еще чего-то там, много чего. Я как раз показал Борису Евгеньевичу, он посмотрел, и после этого сказал, да, говорит, скоро мы начнем обучать через интернет. То есть, как бы он увидел, что вот это вот уже начало этого пути положено, и вот видим, что, да, вот уже мы к этому делу. Причем мы, говорим, можем даже это делать никому не навязывая какие-то свои учебные программы там и так далее. Но также можно в структуру встраивать в любые товары, в любые продукты питания, в любые в одежду там и так далее. То есть, если кто хочет к этому активно поучаствовать, давайте подумаем, как это сделать. То есть вот одна у нас уже бригада появилась, которая начала лить воду со светличными структурами. И в косметику можно, совершенно верно. То есть можно в этикетке вот этих косметических препаратов структуру встраивать, и вся моя эта косметика в этих баночках будет становиться гораздо лучше того, что там было. То есть это будет и польза. Мы даже пробовали один раз, в Курске проходил семинар Дениса Золотова, вот, и я там показывал девочкам, как, например, через лак это можно делать. Да? То есть вот на лак, ну, этот, как флакончик с лаком бесцветный, да, то есть мы прикрепили структуру светличную, вот, она там поработала, потом этим лаком просто девочки нанесли себе на руки, и они почувствовали, как вот эта светличная структура, и начали работать у них прямо на пальцах. Вот, было интересное ощущение, которое вот они описывали и рассказывали об этом. Вот. То же самое можно делать и через крем, и через все, что угодно. Лосьоны, там, шампуни, на любую продукцию мы можем улучшить с помощью светличных структур. И тем самым, опять же, среду обитания свою собственную сделать более гармоничную, более чистую, более, в которой нам самим же станет легче жить.
Так, ну что, если какие-то будут вопросы по этой теме, пишите мне или в личку, или на почту, и будем обсуждать варианты движения, совместного движения вперед, для того, чтобы можно было активно начать вот людей развивать дистанционно, оказывать влияние на мир более широко. Сейчас попробуем, опять же, показывать на мир влияние более широко через взаимодействие коллективное. Да? То есть через это взаимодействие мы тут уже немножко повзаимодействовали со светличными структурами Genium через наш Bionет, через канал Zoom. Вот. Ну, сейчас возьмем, давайте эти светлицы, супер, у кого они есть, у кого нет, какие-нибудь другие возьмем светлицы. Вот, и попробуем через них настроиться. На что настроиться, да, то есть на друг друга, да, то есть вот у нас есть множество, что-то, есть вопрос? Нет? Чем отличается вода? Вот этот вопрос сейчас. Бутыли со светличной этикеткой, водой настроена на светлицах домашних. Но отличается только тем, то исходная вода какая берется. То есть здесь та, которая в бутылке разливается, это вода высшего качества, ледниковая вода. Очень чистая, очень качественная. То есть это как бы сверхлегкая вода, которая вот нам, как говорят, с неба упала. Вот. А та, которая у нас берется в домашних условиях, то это вода реально, ну, которая есть. То есть это из каких-то источников, которые вокруг существуют. Кстати, вот говорят, на Кавказе там больше всего долгожителей. Почему? Ну, воду они пьют такую еще, которая вот с гор спускается. То есть вот эта вода дает им возможность как бы вот очищаться гораздо эффективнее, чем это делают люди на равнинах, в городах и так далее. Поэтому вот эту воду, то есть взяли в качестве, ну, с тем, чтобы начать это двигать, этот процесс. Потому что не всякий товар, на самом деле, имеет смысл продвигать с помощью светличных структур. Потому что если товар плохого качества, то есть с помощью светличных структур люди увидят, что это товар плохого качества. Еще для них это как бы более понятно станет. Ну, почему? Ну, потому что мы не влияем через светличные структуры, не оказываем влияния на человека. Мы говорим о взаимодействии. Взаимодействие с миром человека становится более гармоничным, более насыщенным, более интересным, более проявленным. Естественно, если ему какой-то гнилой товар подсовывают, но он его просто сразу распознает. Да это же что вы мне дали? Это как бы, мне это не надо. Поэтому если кому-то предлагать какие-то вещи такие, то только для товаров хорошего качества. Хорошего и замечательного. У нас, когда вот мы автомобильной тематикой занимались и показывали, как изменяются характеристики СО2, что топливо начинает лучше гореть, что оно становится более качественным, экономится топливо, то к нам было несколько обращений от владельцев АЗС, которые говорили: ну, отлично, говорит, у вас, раз от этого бензин становится лучше, давайте мы, значит, тогда можем набодяжить еще больше всяких туда, всякой гадости в этот бензин и заработать на этом еще лучше. Давайте, мол, мы совместно с вашими структурами начнем вот подделку бензина в больших масштабах. Вот. На что мы сказали: к сожалению, этот процесс не пойдет, мы ничем вам помочь не можем, и как бы вот тем самым эта задача, мы не стали этой задачей заниматься. Так, ну что ж, у нас как раз сегодня хорошее число, 27 человек, 3 девятки у нас. Значит, давайте попробуем через светличные структуры создать условия для совместного взаимодействия. Вот у нас здесь сейчас есть вот эта матрица, да, то есть можно сказать матрица развития. 27 шариков, которые у нас присутствуют в виде вот таких окошечек. Поэтому мы сейчас эту матрицу попробуем задействовать во взаимодействии. Да? То есть вот если обратили внимание на информацию Наташи Зайцевой, которую она опубликовала незадолго до семинара, там как раз речь шла о
визуализация матрицы развития, и как она там с помощью светлиц начинает заполняться разной светоматерией, связанной с телом, душой и разумом. Вот. Мы как бы вот эту вот идею попробуем развить. То есть там так образовалось, что у нас образовалось? Новая ось мира. Этот иностранец говорит, изучающий русский язык, говорит, вот ничего не могу понять в русском языке. Вот есть коза, есть козел. Ну, тут вроде понятно. Это мальчик и девочка. А вот есть оса, есть осел. Это ж вообще разные животные. Вот. Поэтому мы возьмем ось, как бы, и вот эту ось как бы поставим в центре нашего вот содружества. И попробуем сделать такую как бы коммуникацию совместную, световую. То есть попробуем почувствовать. Вот у нас как бы вот наша клеточка, да, то есть с одной стороны у нас один человек слева, справа с другой человек. Можем мы его не видеть, да, то есть можем видеть этого человека. Ну, как бы окошко закрыто, то есть как бы это не важно для нашего этого. Вот, мы поэтому попробуем вот что сделать. Мы будем только это делать, мы как бы возьмем сейчас вот светлицу супер, или что у нас есть там под рукой. То есть я просил как бы супер Женю, но не знаю, кто, у кого она есть. Вот мало у кого она есть. Значит, вот те, кто были на семинарах, они знают такое вот упражнение, паровозик называется. Да, то есть, когда люди становятся друг за другом, такая линейная система, и охватывают как бы друг друга, но только как бы вот не того, кто впереди, да, то есть берутся как бы за следующего. И так самым как бы получается как бы очень плотная упаковка, как бы друг за другом они стоят. Что это дает возможность? Это дает возможность как бы создания такого светового соленоида, когда свет проходит через одного человека и усиливается, да, потом следующего проходит. И получается такая биолазерная система. Да, то есть как бы биолазер, по которому как бы вот поэтому начинает свет гулять туда-сюда. А те крайние, которые стоят на концах, они начинают быть как зеркала такие, да, то есть как бы от которых отражается этот луч, и он как бы внутри вот этого паровозика начинает набирать мощность, и тем самым как бы дальше можно выстрелить этим светом, ну как бы вот в решении той задачи, которая нам надо. Поэтому мы сейчас будем такой виртуальный паровозик делать. Каким образом? Да? То есть как бы мы сейчас встанем, да, повернемся, ну все вот, чтобы у нас левая сторона была к экрану, а правая была, да, то есть как бы вот, ну вот так, да, сейчас я встану и покажу. Ну сейчас пока я объясню сначала, а потом вы будете делать. Сначала, значит, вот так вот встанем боком и как бы вот просто возьмем вот так вот и представим, что впереди нас есть человек, которого мы так обхватили, да, то есть как бы, а мы держимся еще за одного. И сзади нас есть другой человек, который вот с другой стороны. Те, кто с края, они как бы выбирают из следующего ряда человека, да, то есть. И мы делаем вот такую вот цепочку. Но цепочка у нас будет не линейная, да, она как бы у нас по кругу. Вот у нас вот это вот есть та ось мировая, о которой мы уже говорили, да, то есть, и мы как бы вокруг этой мировой оси делаем вот такое кольцо, да, любовь-кольцо. И вот эту как бы световую цепочку мы как бы замыкаем. Что у нас получается? У нас получается синхрофазотрон, да, то есть как бы мы начинаем луч света гонять по некому кругу виртуальному. Но так как мы соединяемся не в пространстве, во времени, то у нас получается во времени этот синхрофазотрон, временной. То есть мы начинаем лучик этот света гонять и тем самым создавая условия для его усиления. Да, то есть как бы, что тогда происходить начинает, когда частицы начинают двигаться? Появляется синхротронное излучение, так называемое, да, то есть которое начинает, ну, как бы распространяться вокруг этого синхрофазотрона. Да, то есть на этот луч мы разгоняем до каких-то там энергий, а потом можем куда-то отправить на решение какой-то задачи. Ну, как бы это как некий такой информационный пакет. Куда-нибудь в пространство, где он нужен.
Мы не знаем, где он может быть нужен. Да? То есть, как бы, мы поэтому просто настраиваемся. Когда мы будем стоять сейчас, будет играть музыка, мы тем самым будем просто стоять и наблюдать, что происходит у нас внутри. То есть мы не будем пытаться как бы вот какие-то движения делать специальные, да, то есть мы будем слушать себя и ощущать вот какие-то внутренние определенные состояния. Да, то есть какие-то картинки могут быть идти у кого-то какие-то ассоциации, какие-то мысли. Кроме этого, у каждого есть свои какие-то задачи. Вы можете об этих задачах подумать. Ну, задачу лучше поставить заранее, потому что в этот момент может мысль вообще куда-то убежать, и ее даже может и не надо держать эту задачу как таковую. То есть мы заранее, как я всегда говорил, что у нас как работают со светлицей сутр и на самом деле с другими светлицами. Есть 4 вернее, этапа. Первый этап – это постановка задачи. У нас задача есть общая, да, то есть мы сформулировали на самом деле некое поле для распространения вот светлиц мы сейчас создаем, если как бы общего. Да. И есть у каждого своя собственная личная задача, которая нужна каждому. Да, то есть ему, может быть, для решения этой задачи человеку не хватает какой-то мощности, какой-то подпитки, какой-то энергетической поддержки для того, чтобы она не начала реализовываться. Вот. Поэтому мы это как бы вот сейчас попробуем сделать подкачку такую лазерную, биолазерную. И сделать, с одной стороны, просвещение, с другой стороны, просветление. Там, ну, как бы все этапы, о которых мы говорили, мы как бы будем сейчас реализовывать. Но только без движений, а просто молча и вот наблюдая за внутренними состояниями. Что будет при этом происходить, какие будут процессы в невидимом мире, во внутреннем мире, там, может быть, еще где-то. Понятно, да? Ну, хорошо. Тогда давайте становимся. Да, то есть разворачиваемся. Я сейчас пока включу музыку. Значит, вторая часть у нас это модель. Да, то есть модель мы уже вот описали, синхрофазотрон, который мы делаем. Третья часть действия. Вот мы сейчас переходим к действию. Так. Теперь разворачиваемся в другую сторону. На 180 градусов. И у нас будет другая мелодия. Теперь лицом. То есть мы как бы делаем для матрицы этой развития нашей, да, 4 системы отображения. То есть в разные стороны. То есть как бы теперь мы также становимся лицом и еще одну мелодию. То есть смотрите, здесь вот мы как бы в этой модели, вот, которую сейчас сделали, да, то есть у нас 4 раза отобразили вот эту матрицу развития. У нас 27 человек, как раз мы во времени сделали некий круг мебиусный, да, то есть у нас, потому что светлица супер, она изначально делалась как мебиусная структура, да, то есть которая формирует замыкание этих мебиусных вот этих вот энергетических потоков, да, то есть только мы сделали не как бы не личностный поток, как бы сформировали его вот из нашей группы, да, то есть и 4 раза его отобразили относительно некой оси, да, то есть той оси мира, о которой вот было написано у нас в предыдущей информации Наташи. И получили мы, значит, 108 отображений этой матрицы. Так что вот состоятельность у нас как бы повысилась, поэтому состояние у нас должно тоже вырасти, я надеюсь. Вот, поэтому большое спасибо всем присутствующим. Рад вас был видеть сегодня опять. Мы вот, если какие-то есть темы, которые вы хотите, чтобы мы их пообсуждали, с ними поработали, то присылайте, пишите в чате об этом. Мы будем без ваших пожеланий выстраивать следующие вебинары, если они есть, если пожелания будут. Вот. Но я не знаю еще тему, это может еще продолжим по развитию, а может нет. Пока не знаю. То есть она у меня как-то так потихоньку складывается. Видите, я только за 2 дня до вебинара как бы тему формулирую и публикую, а до этого как бы оно где-то так плавает, а потом вдруг и падает, что должно быть. И после этого как бы мы начинаем уже к этому делу приближаться. Поэтому если кто-то хочет заранее как бы вот что-то
проработать какие-то вопросы, то давайте можем их начать обсуждать заранее. И спасибо. Счастливо. Всем до новых встреч. Поем песенку. Ку-ку. Ку. Бай-бай. Бай-бай. До новых встреч. Бай-бай. Ку-ку. Бай-бай. Бай-бай.